Кому-то доброе утро, а у меня совсем не доброе утро, к сожалению. Я очень себя плохо чувствую. Ам, Вы не переживайте только, я знаю, сейчас будет завал сообщений в Инстаграме везде. Справлюсь, справлюсь, это все временно, потому что, ну, конечно, у меня такое впервые, но все равно консультировалась я с врачами, и, в принципе, ничего страшного. У меня очень сильно пониженное давление для меня. Дело в том, что я или из-за того, что я сплю по несколько часов с перерывами в несколько часов, ночью я вообще не могла сфокусироваться, у меня кружилась голова, меня тошнило, у меня было пониженное давление, и мое давление 120/70 обычное. Если доходит до 110/60, например, я уже это очень сильно чувствую, и мне нехорошо. А здесь дошло даже до 90. Короче, ребята, на самом деле, мне очень-очень не очень. Я выпила кофе для того, чтобы повысить себе давление. Можно пить кофе, даже рекомендуется для того, чтобы повысить себе давление, кто не знал. И мне всегда это помогало, а в этот раз мне не помогло. И сейчас я поспала несколько часов. У нас сейчас уже 11, Юра поехал за кроваткой. Я проснулась часов где-то в 8. Примерно, так чтобы вы понимали, я спала, всего лишь с 5 до 8. И гремит у нас на улице очень сильно. И у меня проснулась с пониженным давлением, опять-таки. Думала, что проснусь, все пройдет, но ничего не прошло. И так вот, как видите, я выгляжу не очень. Сейчас, опять-таки, я выпью кофе с молоком. Он, не сильно крепкий, понятное дело. Съем яйцо. Надеюсь, скоро пройдет. Юра привез уже кроватку. Кстати, еще с мишкой такой. Вот. Очень красивая. Сейчас Юра соберет. Да. И Ева будет там спать пока. Так, кроватка у нас, это называется Верес компания. Очень многие рекомендовали ее, но я в связи с ситуацией, к сожалению, хотела новое все покупать, но купили БУ. Купили БУ, она немножко вот такая вот будет еще реставрация. Я думаю, все сможем сделать. Здесь мишка со стразиками. Качество само по себе хорошее. Главное, что есть кроватка и есть матрас. С матрасом она так стоит 8000 примерно. А я ее успела ухватить на OLX за 650 гривен, и то у соседей. Поэтому это очень выгодно и прямо сейчас просто спасение. Примерили кроватку, сложили, разобрали ее обратно, положили под кровать. Вот, матрас хороший, кстати, чистый. Я все равно постираю чехол, вот, и, конечно, паром пройдусь сам матрас. По поводу реставрации пока еще подумаю, как можно будет сделать, вот, так, чтобы, более-менее она выглядела. В принципе, и так нормально, на самом деле, можно даже просто чем-то заклеить, можно что-то повесить, вот, но в любом случае это лучше, чем сейчас. И просто нет возможности покупать новую, но я категорически была против бэушных вещей с Юрой, именно таких, как кроватка и коляска для ребенка. Но в связи с ситуацией выкручиваемся как можем. Вот, и коляску тоже я вообще еще пока не знаю. Вообще не знаю насчет коляски, но еще 2 месяца есть, 1,5-2. Будем думать, будем смотреть. Очень видно, что я себя плохо чувствую. Я сейчас еще немножко пошевелюсь, я хочу попылесосить. Я вроде бы позавтракала, так есть не хочется. И, наверное, посплю, потому что, давление у меня так и не поднимается, к сожалению. Мы едем с Юрой, сейчас идем, точнее, идем, пройдемся, прогуляемся, потому что, опять-таки, мне ходить нужно. Юра меня пытался веселить как мог, сейчас ставлю кадр с усиками. Пожалуйста, сбрей их. Но настроение у меня поднялось только уже после уборки, когда я сделала влажную уборку, пылесосила, реально легче стало. Сейчас в новую линию зайдем, посмотрим кое-что. Хотим посмотреть, я хочу посмотреть вот это вот то, что на кроватке, такой нюанс, как его можно заделать и чем. Есть такой восковой, да, или восковый, как правильно.
Карандаш для мебели, затирка специальная. Посмотрю, такая слоновая кость, цвет, может какая-то краска сильно вредная, которой можно кроватку закрасить. В принципе, это не сильно значительно, так оно все видно, но чисто реставрацию хотелось бы сделать. Зашла в мою кофейню любимую выпить кофе, капучино. Держали кофе Шмель, часто ходила, они открылись вот-вот на днях, наверное, только сегодня первый день работают. Вот, капучино у них вкусный, я часто, они возле меня находятся, молодцы, тоже поддержали малый бизнес мы. Топаем, на улице очень холодный ветер, я вам скажу, и там такой скачок, подержи, пожалуйста, скачок в температуре, Юра смотрел, от -4, да, до +16, почти туда-сюда. Поэтому все равно одевайтесь тепло, не верьте погоде, как раз эта весенняя погода, она очень-очень обманчива. Короче, нет. Слышал, да? Весь магазин слышал. Что? Спросила женщина. А затирка для дерева? Нет такого, к сожалению. Ну ничего, будем что-то думать другое. Как вы видели, вот такие маленькие наборчики. Я даже не знаю, для вазона это, наверное, да? Для домашних цветов. Но я такое впервые в жизни просто вижу. 69 гривен стоит. Вот, это совсем манюсенькие. Чуть побольше есть. Мы уже дома, кстати, вот матрас. Я чехол постирала. И матрас здесь очень качественный. Здесь несколько слоев кокосовой кайры. И войлок есть тоже. Получается 2 войлока, 2 кокоса. Надеюсь, что чехол после стирки не сел. Я сейчас стирает машинка, достирывает. Я пеленки стираю. Уже хочу подготовить все, чтобы было постиранное. Вот. И давление низкое, целый день держится. Я уже и погуляла, уже и походила. Конечно, сегодня, ну, не так намного меня хватило, всего лишь на 4000 шагов, но все равно. Вот. Сейчас я полежу, пойду борща съем, жидкого надо кушать. И, скорее всего, буду дальше лежать. Это просто кошмар какой-то, честно. Вот эти, или из-за погоды, это давление меня убивает. Раньше такого прям такого жесткого, честно, не было. Вот постирала это, в принципе, все такие пеленки, которые у меня есть, которые я заказывала. Вот даже, надеюсь, она не села. Красивые есть узорчики, конечно. А это именно вместо простынки можно как пододеяльник использовать. Девочка мне подарила, передала. Хочу поотвечать на некоторые комментарии под видео, под последним видео. И я хотела сказать, что там некоторые возмущаются по поводу того, что я блокирую сообщения. Да, я блокирую сообщения, ничего плохого в этом не вижу. Блокирую тех, кто именно настойчиво заставляет меня в текстовом формате уезжать, угрожая, предупреждая, говоря какую-то жесть, понимаете, сами того не понимая и не зная точно. Ну, такое ощущение, что вы будете именно запускать ракеты, поэтому вы точно знаете, что именно в мой дом попадет, и мне нужно уезжать. Вы не имеете права так полностью влиять на человека, поэтому я блокирую такие сообщения. Это раз. Во-вторых, по поводу молчания. Не могу, очень много комментариев не могу найти. Девочка оставляла. Написала, что я говорю об этой всей ситуации, поэтому она не отписалась. Другая написала, что я бы могла говорить больше об этой ситуации. Хочу сказать так, я говорила об этом первые недели очень много, говорила в Инстаграме, говорила на Ютубе. Я, честно, я не то что устала, просто, ну, я, во-первых, не новостная лента, это раз. Во-вторых, мне самой через себя вот это вот все проводить очень сложно. Когда я вставляю какие-то вот кадры ужасные, тем более нужно фильтровать еще все, что ты вставляешь на Ютубе. Когда ты вставляешь, потом это, ну, ты вставляешь, смотришь, да, ищешь их, потом ты монтируешь, ты опять их смотришь, потом ты это пересматриваешь, как это все получилось, опять ты их видишь, у тебя просто в глазах эта картинка не исчезает. И сны, я вам скажу, потом не из приятных снятся. Поэтому я, конечно, стараюсь не молчать об этом, в то же время я не могу переубедить всех. Если бы я не была в положении, мало того, чтобы я пошла в тероборону, это 100%,
Я очень себя, думаете, морально нормально чувствую, что именно в такое время я, можно сказать, беспомощная. Я не могу, вот серьезно, я даже если сейчас ездить, помогать, волонтерить, мне физически очень сложно. И мне морально из-за этого тоже не очень хорошо. Несколько человек интересует по поводу моей мамы. Вы знаете, что маму тоже всегда во влогах показывала. Она более-менее держится. Она тоже осталась в Киеве. Мы с ней чуть не рванули, конечно же, в Польшу, но потом трезво подумали и решили остаться. Она осталась в Киеве у себя дома со своим мужем. Тоже как бы старается как-то тоже поддерживать малый бизнес, понятное дело. Сложно, конечно, это все переживает. Между нами расстояние примерно, ну вот точно не скажу, но может 12 километров. Вот, они поначалу приезжали, сейчас вот решили, ну, конечно, я понимаю, бензин не тратить, и это правильное решение, но, возможно, вот на этой неделе как раз мы встретимся. Так как у них есть машина, они периодически приезжают в гости. Так вот, я хотела бы еще раз, вот я нашла ты сообщение по поводу того, что сама ты банишь людей, которые у тебя давно на канале, всегда к тебе с добром, только за то, что высказали свое мнение, беспокоясь за тебя. Вы знаете, если это сообщение было в таком формате, как уезжать срочно, потому что будут лететь снаряды чуть ли не в мой дом, понятное дело, что такое я блокирую. И, ребята, хватит решать за чужих людей. Все давно поняли, что можно уехать. Все давно могли бы уехать, если бы они хотели, если бы они морально могли, если бы они физически и финансово это могли сделать. Но каждый делает свой выбор в своей жизни, и вы никак не имеете права вот в этой ситуации, даже не то, что Света, вы не имеете права именно влиять на человека, потому что сейчас психика немножко и как-то, знаете, ну, нарушена у всех, я считаю. И некоторые люди очень часто поддаются мнению или какому-то внушению, давлению со стороны других людей, а потом жалеют. Хорошо, что я все-таки настояла на том, на чем я хотела, что я именно решила сама для себя, у меня получилось выстоять против, в принципе, всех вокруг. И я себя чувствую спокойно. Я себя на самом деле сейчас чувствую спокойно. Спокойнее, чем бы я чувствовала себя за границей. Поэтому, или где-то на Западной Украине, да, в чужих стенах и вообще, ну, как бы не в своей тарелке. Поэтому, пожалуйста, прекратите уже, месяц прошел, хватит, именно хватит как-то влиять на людей и решать за них, что им лучше сделать. Я вас очень прошу. Говорю, я очень сильно благодарна девочкам и совсем по-другому воспринимаю предложения приехать, которые могут поделиться домом. Даже у меня около, так если в общем посчитать, около 15 человек из Западной Украины, из того края, мне предложили свои дома, жилье, помощь. Но спасибо огромное, я к этому отношусь с большой любовью, очень сильно ценю, но я остаюсь на месте, вот, до последнего. Поэтому это мое решение, и, ну, как-то так. Я не знаю, как вам еще объяснить. По поводу того, что я не в каждом влоге как бы делаю новостную ленту и не показываю все, что происходит вокруг, поверьте, каждый из вас может, даже новости читать не нужно, вы свяжитесь со своими знакомыми, друзьями, одногруппниками, родственниками, которые рассеяны по всей Украине, и спросите, что происходит. Я именно узнаю большую часть информации от людей независимых, не проплаченных, не из СМИ, а просто люди, которые реально мои знакомые, жили, допустим, вот одна девочка жила в Мариуполе, тоже блогер. Она уехала. Я сейчас смотрю, что вообще происходит там. Это просто жесть. Также Ирпень, Буча, все остальные вот эти вот... У меня сердце кровью обливается, мне очень сложно это переживать все. И поэтому я стараюсь как-то абстрагироваться, отвлекать себя. Вот такие дела. Но я не молчала. Я не понимаю тех, кто молчит или кто говорит, знаете, так, и не нам, и не вам, между. Это не очень хорошо. Вообще, толком я не блокировала комментарии, в основном хорошие, за что вам огромное спасибо за поддержку. Но вот один комментарий, который как бы предлагает, да, пересечь границу в Россию.
потому что там 10 тысяч рублей помощь и все остальное. Вы знаете, у меня половина родственников живут в России. Если бы я очень сильно хотела или вообще хотела, было бы у меня желание жить в России, я бы давно жила в России. Но у меня желания нет. Я очень люблю Украину, я живу в Украине, и я буду жить здесь. И мои дети здесь будут жить, и мои внуки, и правнуки. Поэтому, ребят, я это сообщение оставила чисто для того, чтобы девочки могли обсудить эту тему. Вы просто прямо будете видеть реакцию людей, насколько мы рады, что нас якобы спасают, да?